Ошибка, которую совершает 90% любителей. По этой причине вы постоянно проигрываете в игре на счет, и из-за этого вы не подниметесь на новый уровень. Каждый любитель совершает эти банальные ошибки. Их совершал я, и мои ученики не исключение. Одним словом, с этим сталкиваются все. Когда вам удастся это исправить, вы в моменте сможете выйти на новый уровень. Причем это произойдет не через месяц, а прямо после этого видео. Вы встанете к столу, это попробуйте и сразу же будете на коне. Поэтому смотрите это видео до конца, потому что оно навсегда изменит вашу игру. С вами Иван Толмачев, поехали! В чем же секрет наших поражений? Обучая много лет любителей, я обнаружил одну интересную закономерность. Если посмотреть на профессиональных игроков, вы это не увидите, но любители — это да. Только любитель может сыграть партию за 1-2 минуты, и неважно, выигрывает он или проигрывает. Раз-два и все, встреча пролетела. У вас случается в игре, что вы не подаете подачи, ошибаетесь часто на приеме, натыкаетесь на мячи, не успеваете понять, что вообще происходит. И знаете, здесь дело далеко не в технике. Это та ошибка, которая не дает возможности вообще что-то сделать правильно. И эта ошибка — суета. Более точная характеристика — это отсутствие пауз в игре на счет. Что значит пауза? Это маленькая остановка. Но зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы подготовиться к розыгрышу, отдохнуть, сбить темп соперника, продумать новую тактику. Но как использовать паузу в игре на счет? Этим мы сейчас и займемся. Давайте разберемся, как правильно строится игра на счет и какие паузы можно использовать. Начинается турнир. Объявили списки, и вы уже в ожидании своей первой игры. Но прежде чем выйти к столу, вам необходимо подготовиться. Вы должны приготовить воду, полотенце и желательно хороший соревновательный мяч. Зачем это все? Поймете чуть позже. Итак, звучит наша фамилия, и мы выходим к столу. Первое. Когда нас вызвали и мы выходим к столу, нам необходимо пожать руку нашему сопернику и встать за стол. Как делают большинство любителей. Пожали руку и встали. Но здесь есть одна неочевидная ошибка. Я задам вам несколько вопросов. А вы видели, что у соперника слева стоят шипы? Какого они цвета? Длинные они или короткие? Обычно игроки понимают это к концу встречи, что что-то не так, и задают вопрос: а у тебя что ли шипы слева? И когда звучит ответ «да», то удивлению нет конца. Это прям анекдот, но так и происходит. Поэтому, когда мы выходим на встречу, просим соперника показать ракетку. Если он даст ее в руки, то покрутили, посмотрели, чем играет. Если не дает, то просим его самого показать обе стороны. Это убережет вас от сюрпризов, и вы будете плюс-минус понимать, чего ждать от своего визави. Второй шаг – выбор мяча, розыгрыш подачи и разминка за столом. Перед встречей подготовьте хороший мяч для игры на счет. Он должен быть с 3 звездами и которыми играют на официальных соревнованиях. Это, как правило, ДХС или даблфиш. Если вы возьмете мяч с 1 звездой, а у соперника будет с 3 звездами, то играем его мячом, потому что он официальный и объективно лучше вашего мяча. Дальше вы загадываете мяч под столом, до разминки или после, неважно. Когда начинается разминка, посмотрите, какой рукой играет соперник. Ведь он может оказаться левшой, и с ним надо будет играть совсем по-другому. Отлично, размялись, но не начинайте сразу играть. Третье. Сейчас надо настроиться. После разминки мы отходим в сторону, пьем водичку, вытираемся полотенцем и в этот момент настраиваем себя на игру. Если чувствуем, что сильно зажаты, то потрясли руки и расслабили их. Если сильно волнуетесь, то глубоко подышите 20-30 секунд. Готовы? Идем к столу. Четвертое. Итак, мы на подаче. Как часто любят делать неопытные игроки? Они встают к столу и сразу с лету подают подачу. Раз-два, как орешки, они летят в разные стороны. В этот момент ни они, ни соперник не понимают вообще, что происходит. Так делать нельзя. Когда мы подаем подачу, то спокойно занимаем игровую позицию. На подачу у нас уходит от 3 секунд. В этот момент вы выбираете, какую из подач использовать и что делать дальше. Чтобы быстрее подстраиваться под соперников и понимать, какие подачи использовать, а какие нет, нам необходимы знания об этом. Поэтому для вас я подготовил мастер-класс по тактике игры. В нем вы узнаете, как действовать на подаче, что делать на приеме и как разобрать по полочкам своего соперника, чтобы одержать победу в матче.
Подробно ознакомиться с мастер-классом вы можете по ссылке в описании. Я встал на подачу и замер. В этот момент я считаю до 3. Раз, смотрю на мяч. 2, смотрю, где стоит соперник. 3, начинаю подавать. И делаем это всегда. Так вы успеваете сконцентрироваться, успокоиться и подать свою сильную подачу, после которой шансов на победу становится больше. 5. Когда мы сыграли подачу, то что часто делают игроки? Бегут, сломя голову за мячом, затем, не успев встать, сразу же подают. Но так делать не надо. Здесь после розыгрыша тоже необходимо сделать паузу. Когда вы дошли до мяча или вам его бросил ваш соперник, не вставайте сразу подавать. Отдышитесь, попрыгайте и настройте себя на новый розыгрыш. И только потом повторяем цикл с паузой на подаче. Сейчас мы использовали паузу между розыгрышами. Она также делается, если мы были в роли принимающего. В этот момент можно вытереть ракетку об шорты, протереть очки и настроиться на очередной розыгрыш. 6. Прием подачи. Когда мы отыграли 2 свои подачи или начали игру как принимающий, то мы готовимся к приему подачи. На любительских турнирах часто происходит следующая картинка. Ты только подходишь к столу, и в этот момент начинает лететь мяч. Мы в попыхах пытаемся успеть отбить этот мяч и, как правило, проигрываем прием. Но что я могу здесь сделать, спросите вы? Я могу поднять левую руку вверх, и это сигнал, что я не готов. В этот момент игрок не вправе начинать игру, а если он в этот момент подал, когда у меня рука была вверху, то розыгрыш не засчитан и идет переигровка. Поэтому на приеме поднимаем руку, спокойно встаем в стойку и потом опускаем руку, когда вы уже будете готовы. Это очень важно. Так вы не будете суетиться и пытаться подбежать к столу на прием. Плюс в этот момент можете спокойно настроиться на розыгрыш. 7. Полотенце. То, что не используют больше 90% любителей. То, что чаще всего мы забываем дома положить в рюкзак. Догадались, что это? Да, речь идет о полотенце. Полотенце в настольном теннисе используется не только чтобы вытереть пот, а носит большую стратегическую силу. Полотенце позволяет сделать долгую паузу. Это как пит-стоп в Формуле 1. В этот момент вы можете успокоиться и обдумать тактику игры. А если не знаете, о чем думать, то ссылка на мастер-класс по тактике в описании. Открывайте и переходите. Эта пауза – ваша возможность перезагрузиться и перевести дух, которая, кстати, доступна вам каждые 6 очков при счете 3-3, 6-6, 10-8 и так далее. Думаю, глупо ей не пользоваться, особенно когда идет плотный бой с равным или более сильным соперником. 8. С этим разобрались. Здесь пауза, там пауза. Но что сделать, когда сыграл партию? И здесь тоже у вас должна быть пауза. По официальным правилам у вас есть минута перерыва после окончания партии. Здесь вы можете спокойно попить воды, отдышаться и подойти к тренеру за советом. Можете обдумать тактику на следующую партию и составить план для победы. Девятое. Ключевой паузой является тайм-аут. Его можно использовать лишь один раз за матч. Тайм-аут длится 1 минуту. Часто он используется, чтобы сбить темп соперника, быстро изменить тактику игры, если пошли ошибки, либо просто успокоиться и собрать мысли в кучу. Если вы хотите, чтобы я более подробно рассказал о паузах, пишите в комментариях. Мы теперь знаем, зачем необходимы паузы и когда их можно и нужно делать. Паузы носят стратегический характер, и правильное их использование будет приводить вас к победам, а соперников к истерике. Но чтобы вы глубже понимали тактику и своих соперников, то в мастер-классе по тактике я рассказываю, на что обращать внимание во время игры и как научиться думать головой, чтобы сразу настраивать игру на своего соперника. Переходите по ссылке в описании. YouTube начинает сильно замедляться, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там я пишу полезные и интересные посты, которых нет на YouTube. На группу ВКонтакте, там я дублирую видео и, конечно, на YouTube канал. С вами был Иван Толмачев. До встречи!